Привет! Хань Ли едва не заплатил жизнью за свое стремление к силе. Практика искусства чистилища едва не превратила его в ледяную статую, когда звездная энергия в жилах начала кристаллизоваться. Лишь благодаря крови истинного духа белой змеи, сработавшей как агрессивный растворитель, ему удалось обуздать хаос и за 5 лет открыть рекордные 165 акупунктурных точек. Однако эта невероятная физическая закалка принесла и опасный побочный эффект. Вспышки ярости, которые пошатнули привычный самоконтроль героя и привели к открытой провокации на банкете в глубинном городе. Пока Чэнь Янь пытается использовать Хань Ли как элитную пешку в турнире 5 городов для укрепления своей власти, верховный лорд Эй Куай вносит в игру тревожные коррективы. Угроза со стороны марионеточного города превращает предстоящее состязание в экстренный отбор бойцов для грядущей войны. Теперь Хань Ли предстоит выйти на арену, где за маской спортивного интереса скрывается безжалостная кузница живого оружия. А теперь слушаем дальше. Глава 896. В гости к госпоже Люхуа. Будьте уверены, господин Экуай, наш город никогда не ослаблял бдительность в отношении марионеточного города ни сейчас, ни в прошлом. Заверил Чэнь Ян, повернувшись к Экуаю и сложив руки в приветственном жесте. Все в порядке, я упомянул об этом только потому, что эта мысль внезапно пришла мне в голову. Давайте вернемся к теме и поговорим о военном собрании. Ответил Экуай, махнув рукой. Услышав это, все замолчали и стали ждать продолжения. Правила будут почти такими же, как и в предыдущих турнирах. Каждый из ваших 4 городов выдвинет по 12 человек для участия в турнире, а наш главный город отправит 16 человек, всего 64. Это будет турнир на выбывание, состоящий исключительно из поединков 1 на 1, и каждый, кто войдет в тройку лучших, получит награду. Кроме того, тот, кто займет первое место, получит беспрецедентно щедрое вознаграждение. Продолжил Экуай с улыбкой. Что именно представляет собой эта награда, господин города Экуай? Вы уже довольно давно размахиваете ею перед нами. Усмехнулся Цинь Юань. До официального начала военного сбора осталось еще 3 месяца, и тогда все станет ясно. Я обещаю, что вы не будете разочарован. Ответил Экуай, и его улыбка стала еще шире. Никто не возражал против этого. Тем временем для всех вас будут организованы места для проживания, и если вы захотите потренироваться в матчах в течение этих 3 месяцев, то сможете отправиться на городские арены и принять участие в боях. Сказал Экуай. После этого все еще немного поболтали, а затем разошлись. После этой короткой встречи у каждого из них были свои заботы, поэтому они больше не стремились соперничать друг с другом. Цинь Юань и Фу Цзянь быстро ушли со своими свитами. Чэнь Ян и остальные вышли из зала последними, а Тун Сун все еще ждал его снаружи. «Уважаемые гости Зеленого Козла, не хотите ли вы осмотреть город или вас проводят во двор, где вы будете жить?» — спросил Тун Сун. «Мы все очень устали после долгого пути, поэтому, пожалуйста, сначала проводите нас во двор, брат Даос Тун», — ответил Чэнь Ян. «Хорошо, тогда, пожалуйста, пойдемте со мной». Под руководством Тун Суна все покинули поместье городского лорда и отправились на запад, пока не добрались до группы зданий, которые были еще больше, чем поместье городского лорда. Приношу свои искренние извинения, но жители 3 других городов уже выбрали дворы с лучшим расположением и условиями, так как они прибыли раньше вас. В 2 оставшихся дворах тоже довольно уютно, но резиденции расположены довольно далеко друг от друга, так что это может быть немного неудобно для всех вас. Извиняющимся тоном сказал Тун Сун. Мысли Чэнь Яна явно были где-то далеко, и он ответил немного рассеянно: «Все в порядке». Так будет спокойнее для всех, ведь дома будут расположены дальше друг от друга. Тун Сун поблагодарил Чэнь Яна за понимание и повел группу в один из 2 оставшихся дворов. Комнаты здесь располагались в ряд, одна за другой, как в гостиницах, и были полностью построены из черного камня, который не пропускал духовную энергию. Комнат было довольно много, так что каждый мог выбрать себе комнату по вкусу. Хань Ли немного постоял, осматривая свою комнату, чтобы убедиться, что в нее никто не заходил, а затем сел, скрестив ноги. Вскоре наступила ночь, и Хань Ли внезапно открыл глаза, а затем вышел из своей комнаты. Была тихая ночь, высоко в небе светила яркая луна. Хань Ли слегка нахмурился, взглянув на луну, а затем быстро направился к комнате и постучал в дверь. Через несколько мгновений дверь открылась, и на пороге появился Дао Се. Хань Ли взглянул на Дао Се и сказал: «Простите, что беспокою вас так поздно вечером, Даос Чэнь». Это была комната Чэнь Яна,
и в этот момент он сидел внутри. «Вовсе нет, собрат Даосли. Пожалуйста, присаживайтесь». «Что привело вас сюда так поздно вечером?» — с улыбкой спросил Чэнь Ян. «Мы договорились, что если ты не сможешь найти способ избавиться от черной скорбящей сороконожки в моем теле, то я смогу обратиться к тебе с другой просьбой, верно? Это и есть цель моего визита». Прямо и откровенно ответил Хань Ли. «Какова ваша просьба, собрат Даосли?» «Если это в моих силах, я обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить вашу просьбу», — ответил Чэнь Ян, кивнув. «Я бы хотел, чтобы ты нашел для меня 2 человек, одного из них зовут Ши Конг, а другую — женщина-практик по имени Фиолетовая Духовная Фея. Она была изгнана в пространственную область Скальптии в прошлом веке. Пожалуйста, сообщи мне о своих находках до начала военного сбора», — сказал Хань Ли. На лице Чэнь Яна появилось легкое сомнение, когда он ответил: «Я определенно могу помочь тебе найти эту фиолетовую духовную фею. Как женщину-практикующую, которую в прошлом веке изгнали в пространственную область Скальптии, ее не так уж сложно выследить, если она действительно приехала в глубокий город. Однако Ши Конг сейчас в руках Экуая, так что собрать информацию о нем будет довольно сложно. Если бы это было простое задание, мне бы не пришлось к вам обращаться», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой. «Полагаю, это правда. Я уже однажды не сдержал обещания, так что больше не могу этого делать. Будьте уверены, товарищ Даосли, я обязательно дам вам ответ до начала военного сбора», — торжественно пообещал Чэнь Ян. «В таком случае я буду рассчитывать на вас, брат Даос Чэнь», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой, после чего быстро ушел и вернулся в свою комнату. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро Хань Ли уже собирался выходить, когда в дверь постучал молодой слуга из города Зеленой Козы. Помимо Хань Ли и остальных, Чэнь Ян привез в глубокий город несколько слуг, чтобы они удовлетворяли все потребности гостей. «Старший Ли, городской глава Чэнь хотел бы пригласить вас к себе», — почтительно сообщил молодой слуга. «Ты знаешь, почему он хочет меня видеть?» — спросил Хань Ли. «Мне об этом не сообщили», — ответил молодой слуга, покачав головой. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился и приказал: «Веди». Слуга быстро привел Хань Ли в резиденцию Чэнь Яна. К удивлению Хань Ли, в комнате уже собралось много людей, в том числе Гоу Цинсюнь, Илия и Сюн Пэй. Гоу Цинсюнь улыбнулась Хань Ли и кивнула ему в знак приветствия. Хань Ли ответил тем же, но в этот момент почувствовал на себе враждебный взгляд и, обернувшись, увидел, что Илия сверлит его глазами. Даже когда их взгляды встретились, Илия не отступил. Он бросил на Хань Ли последний сердитый взгляд и отвернулся, оставив Хань Ли в недоумении. Он чувствовал, что Илия испытывает к нему неприязнь на протяжении всего пути сюда, но они ни разу не заговорили друг с другом, поэтому он не мог понять, почему Илия так сильно его недолюбливает. Прошло еще немного времени, и, когда все жители Зеленого Козла собрались, Чэнь Ян заявил: «Мне нужно кое-что с вами обсудить». Все молчали, ожидая, что он скажет дальше. До начала военного сбора еще есть время, и, учитывая, что в городе собралось так много влиятельных людей, ситуация очень сложная. Поэтому, если у вас нет важных дел, оставайтесь в своих домах и готовьтесь к военному сбору. Даже если тебе придется выйти на улицу, постарайся не вступать в конфликты с жителями других городов. Иначе ты поставишь меня в очень неловкое положение», — сказал Чэнь Ян. Из предыдущих взаимодействий было ясно, что жители других городов в большинстве своем настроены по отношению к Зеленому Козлу довольно враждебно, поэтому никто не возражал против этого. «Господин Чэнь, могу я спросить, кого вы собираетесь отправить представлять наш город на военном собрании?» — внезапно спросил Илия. «Вчера было объявлено, что каждый из 4 вспомогательных городов может отправить только 12 человек, а нас здесь явно больше 12. Услышав это, все сразу же повернулись к Чэнь Яну. Этот вопрос волновал всех. Возможность принять участие в военном собрании была огромной честью, не говоря уже о том, какие награды можно было получить. Все были очень уверены в своих силах, поэтому каждый хотел получить возможность проявить себя. Спешить некуда, я объявлю состав участников, когда начнется военный сбор. Вы все можете идти», — сказал Чэнь Ян. Все были разочарованы, услышав это, но им оставалось только уйти. Выйдя из дома Чэнь Яна, Хань Ли на мгновение задержался, а затем развернулся и вышел со двора. Несмотря на то, что Чэнь Ян только что посоветовал им по возможности не выходить из дома, у него действительно были важные дела. В этот момент позади него раздался голос Гоу Цинсюня. «Ты уходишь, брат Даосли». «Все верно. Я планирую выйти и немного осмотреть город», — ответил Хань Ли, остановившись на месте.
Ты собираешься найти госпожу Люхуа, чтобы попытаться справиться с черной сороконожкой скорби в твоем теле? Спросила Гоу Цинсюнь по голосовой связи. Все верно, ответил Ханли, не пытаясь скрыть своих намерений. Черная скорбная сороконожка была постоянной занозой в его боку, и ее нужно было убрать как можно скорее. Я собираюсь сделать то же самое, так почему бы нам не пойти вместе? Госпожа Люхуа — мастер по усовершенствованию инструментов №1 в глубоком городе, и добиться встречи с ней не так-то просто. Сказал Гоу Цинсюнь. Конечно, почему бы и нет, кивнул Ханли, и они вдвоем ушли. Вскоре из-под тени ближайшего дерева вышла группа из нескольких человек. Это были Илия, токсичный дракон, Туган и еще несколько человек. Илия с обидой в глазах смотрел вслед уходящему Ханли. Гоу Цинсюнь повела их за собой, и они вышли со двора, прежде чем войти в город. В связи с предстоящим турниром город был переполнен, а товары, продававшиеся в магазинах, расположенных вдоль улиц, явно превосходили по качеству те, что продавались в Зеленом Козле. По сравнению с огромными масштабами и роскошью глубокого города, Зеленый Козел напоминал обветшалые трущобы. Глава 897. Изолированный от общества. Я не думал, что здесь будет так оживленно и шумно. Такое ощущение, что я в городе в царстве дьявола. Заметил Ханли. Это главный город, глубокий город, так и должно быть. Ответила Гоу Цинсюнь, которая была не так впечатлена, как Ханли. Пройдя немного вперед, они вдвоем постепенно покинули более благополучный район города и остановились как вкопанные перед алой пагодой, построенной у подножия горы. Пагода была довольно большой, ее высота составляла от 700 до 800 футов. Она была разделена на 9 уровней, и на ней было выгравировано бесчисленное множество алых рун, от которых исходил такой жар, что казалось, будто ты стоишь у кратера действующего вулкана. «Это резиденция госпожи Люхуа?» — спросил Ханли. «Все верно. Госпожа Люхуа живет на верхнем этаже этой пагоды раскаленного пламени, но добиться аудиенции у него не так-то просто», — ответила Гоу Цинсюнь. «Похоже, вы немало знаете о госпоже Люхуа, брат Даос Гоу». «Что он за человек?» — спросил Ханли. «Не могу сказать, что знаю о нем много. Он просто чрезвычайно известная фигура благодаря своему статусу мастера по усовершенствованию инструментов №1 в глубинном городе», — ответила Гоу Цинсюнь. «Насколько же он искусен в совершенствовании инструментов?» — спросил Ханли, приподняв бровь. «Скажу тебе так, говорят, что до того, как его отправили в пространственную область Скальптии, госпожа Люхуа однажды создала святое сокровище 3-го уровня», — ответил Гоу Цинсюнь. Ханли был поражен, услышав это. Раса дьяволов называла дьявольские сокровища священными, и эти сокровища также делились на уровни, как и бессмертные сокровища. До этого момента, помимо небесной бутылки, которая была сокровищем неопределенного уровня, самыми могущественными сокровищами, которые видел Ханли, были сабля небесной лисы и лют Неверата, оба предмета были сокровищами 3-го уровня. С его нынешними способностями он не мог постичь суть этих двух сокровищ. Тот факт, что госпожа Люхуа смогла создать сокровища такого же уровня, как сабля небесной лисицы и лют Неверата, безусловно, свидетельствует о ее мастерстве в этой области. Похоже, он действительно исключительный мастер по усовершенствованию инструментов, но здесь, в пространственной области Скальптия, и дьявольская ци, и бессмертная духовная сила совершенно недоступны, так что его способности, несомненно, будут сильно ограничены. Размышлял Ханли. Это правда. Однако госпожа Люхуа смогла разработать метод, позволяющий заменить дьявольскую ци или бессмертную духовную силу звездной силой, и это стало его главным преимуществом. Сказала Гоу Цинсюнь. «Может ли быть так, что все ограничения звездной силы в городе были созданы им?» — спросил Ханли, приподняв бровь. «Мало того, я слышал, что госпожа Люхуа также нашла способ вливать звездную силу в оружие, тем самым наделяя его свойствами, схожими со свойствами священных сокровищ. Однако создание такого оружия — чрезвычайно дорогостоящий процесс, поэтому нам практически невозможно заполучить его», — ответила Гоу Цинсюнь. Ханли задумчиво кивнул в ответ. «Пойдем», — сказала Гоу Цинсюнь, и они вдвоем подошли к пагоде раскаленного пламени. Несмотря на то, что двери были плотно закрыты, изнутри все равно исходил обжигающий жар. Говорят, что эта пагода раскаленного пламени построена на месте действующего вулканического кратера. В пространственной области Скальптия невозможно использовать дьявольскую ци, поэтому для улучшения инструментов необходимо использовать природный огонь», — объяснила Гоу Цинсюнь. Ханли кивнул в ответ, а затем огляделся и обнаружил, что вокруг больше никого нет. Если госпожа Люхуа действительно такой выдающийся мастер по усовершенствованию инструментов, то почему здесь так спокойно? «Почему никто не просит у него оружие?» — спросил Ханли.
Госпожа Люхуа — личный мастер по усовершенствованию инструментов городского лорда Экуая, поэтому он обладает чрезвычайно высоким статусом. Кроме того, он не любит, когда его беспокоят, поэтому никто не осмеливается приходить и мешать ему. Ответила Гоу Цинсюнь, подходя к дверям и стуча в них. Только после того, как она довольно долго стучала в дверь, ей, наконец, открыл невысокий дородный молодой человек с сыпью на голове. «Чем я могу вам помочь?» — спросил молодой человек ленивым и слегка высокомерным тоном. «Мы давно восхищаемся госпожой Люхуа и хотели бы получить аудиенцию у него», — ответила Гоу Цинсюнь, сложив руки в приветственном жесте. Хань Ли сделал то же самое. Как жаль. Госпожа Люхуа несколько дней назад ушла в затвор, так что он не будет принимать гостей, сказал молодой человек, пренебрежительно махнув рукой. Когда госпожа Люхуа выйдет из уединения, спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. Кто знает. Если вам повезет, то, может быть, 7 или 8 лет, но если вам не повезет, то вы можете ждать и 100 лет. Ответил молодой человек и начал закрывать дверь. Гоу Цинсюнь поспешно шагнула вперед и произнесла: «Пожалуйста, подождите минутку, брат Даос. Мы. Не заставляй меня прогонять тебя. Ты что, думаешь, госпожа Люхуа, это та, с кем можно встретиться по прихоти?» «Убирайся отсюда», — рявкнул молодой человек, прогоняя Хань Ли и Гоу Цинсюня. Подумать только, что пара рабов из города Зеленой Коза могла мечтать о встрече с госпожой Люхуа. Что за шутка? Из-за спины Хань Ли и Гоу Цинсюня раздался насмешливый голос. Они обернулись и увидели, что это никто иной, как Фэн Учень. Его сопровождал темнокожий мужчина средних лет с окладистой бородой и пронзительным взглядом, в котором читалась безжалостность и животная жестокость. Хань Ли слегка нахмурился, но ничего не сказал, в то время как выражение лица Гоу Цинсюня осталось совершенно невозмутимым. Фэн Учень презрительно взглянул на них, затем повернулся к дородному молодому человеку, достал золотую поздравительную открытку и сказал: «Меня зовут Фэн Учень, и я пришел к госпоже Люхуа от имени моего приемного отца, городского лорда Цинь Юаня из города Глубинного конца». Услышав это, дородный молодой человек изменился в лице и, изобразив приветливую улыбку, ответил: «Пожалуйста, подождите минутку, брат Даос Фэн. Я немедленно сообщу госпоже Люхуа о вашем визите. Однако решение о том, принимать вас или нет, будет принимать госпожа Люхуа». Он был всего лишь привратником, поэтому не осмеливался давать какие-либо обещания. «Конечно», — ответил Фэн Учень с уверенной улыбкой. Молодой человек кивнул Фэн Ученю, но как только он собрался войти в пагоду, Гоу Цинсюнь достала старинный значок из белой кости с трещиной на поверхности и окликнула его: «Пожалуйста, подождите минутку, брат Даос. У меня тоже есть знак, который я хотела бы, чтобы вы передали госпоже Люхуа». На обеих сторонах значка были выгравированы несколько свободных рун, которые излучали слабое белое свечение. Услышав это, невысокий молодой человек замер на месте. Он уже собирался принять от нее костяной значок, когда Фэн Учень усмехнулся: «Ты называешь эту штуку жетоном? Что за шутка?» Он знал, что Гоу Цинсюнь была довольно сильным культиватором, но, в конце концов, она была всего лишь скромным гладиатором из города Зеленой Козы, поэтому он был о ней невысокого мнения. Услышав это, дородный молодой человек нерешительно посмотрел на нее. «Ты ведь привратник этой пагоды раскаленного пламени, верно? В таком случае я предлагаю тебе выполнять свою работу и не пытаться превысить свои полномочия. В противном случае ты можешь столкнуться с последствиями, с которыми тебе будет не справиться», — равнодушно сказала Гоу Цинсюнь. «Я понимаю. Пожалуйста, подождите здесь немного, я также сообщу о вашем визите госпоже Люхуа», — ответил дородный молодой человек, приняв костяной значок Гоу Цинсюня, прежде чем вернуться в пагоду раскаленного пламени. При виде этого Фэн Учень слегка помрачнел, но не осмелился перечить госпоже Люхуа в ее собственном доме. Не успели они опомниться, как прошло почти 2 часа, а дородный молодой человек так и не вернулся, словно испарился. В этот самый момент из пагоды расплавленного пламени донеслись шаги, и на пороге наконец появился дородный молодой человек. «Извините, что заставил вас всех так долго ждать. Госпожа Люхуа не любит, когда ее беспокоят, а он занимался утренней медитацией, поэтому мне оставалось только ждать, пока он закончит. Пожалуйста, входите, братья Даосы», — извиняющимся тоном сказал дородный молодой человек. «Все в порядке. Господин Люхуа должно быть очень занятой человек, так что будет правильно, если мы подождем его», — сказал Фэн Учень с улыбкой и направился в пагоду. Дородный молодой человек поспешно протянул руку, чтобы остановить его, и, не смея взглянуть в лицо Фэн Ученю, сказал: «Госпожа Люхуа попросила вас вернуться завтра, но он хотел бы увидеть даму Гоу и ее спутника прямо сейчас». В то же время он мысленно ругал себя.
Он так спешил пригласить Гоу Цинсюня и Хань Ли в пагоду, что не смог как следует все продумать, и было ясно, что Фэн Учень будет не в восторге от этого. И действительно, его лицо покраснело, а в глазах появилось яростное и униженное выражение. Он недоверчиво спросил: «Что ты только что сказал?» Что касается Гоу Цинсюнь, то выражение ее лица не изменилось, как будто она уже предвидела такой исход. Она поблагодарила дородного молодого человека и вошла в пагоду. Хань Ли последовал за ней с заинтригованным взглядом. Дородный молодой человек нерешительно взглянул на Фэн Ученя, а затем бросился за Хань Ли и Гоу Цинсюнем со словами: «Пожалуйста, пойдемте со мной, братья даосы». Двери пагоды медленно закрылись, оставив дуэт Фэн Ученя снаружи. «Пойдем», — рявкнул Фэн Учень с яростным выражением лица и развернулся, чтобы уйти. Вскоре он и темнокожий мужчина средних лет скрылись из виду. Дородный молодой человек провел Хань Ли и Гоу Цинсюня по длинному коридору к винтовой лестнице, ведущей наверх. «Госпожа Люхуа живет на верхнем этаже пагоды, пожалуйста, следуйте за мной», — почтительно сказал дородный молодой человек. Когда Хань Ли и Гоу Цинсюань поравнялся с ней, первый спросил по голосовой связи: «Брат Даос Гоу, если у тебя с самого начала был этот же тон, почему ты сказала мне, что будет сложно добиться аудиенции у госпожи Люхуа?» «Пожалуйста, простите меня, брат Даосли. Этот жетон оставила мне моя мать, и она сказала, что с его помощью я смогу встретиться с госпожой Люхуа. Однако я не знала, сработает ли это, и уж точно не ожидала, что все пройдет так гладко», — ответила Гоу Цинсюнь с улыбкой. «Неужели?» — задумался Хань Ли, слегка нахмурив брови. Глава 898. Предложение. Дородный молодой человек проводил Хань Ли и Гоу Цинсюня на верхний этаж пагоды раскаленного пламени и остановился перед одной из комнат. «Они здесь, госпожа Люхуа», — почтительно произнес дородный молодой человек. «Ну и чего ты ждешь? Поторопись и занеси их внутрь». Дородный молодой человек не стал медлить и поспешно нажал на несколько частей двери подряд. Каменная дверь медленно разъехалась в стороны, открыв большое отверстие, из которого доносился аппетитный мясной аромат. На лице Хань Ли появилось недоумение, когда он почувствовал этот запах. Каменная дверь медленно закрылась за ним и Гоу Цинсюнем. Когда он вошел в комнату, мясной аромат стал еще сильнее. Хань Ли окинул взглядом комнату и увидел большой каменный стол, стоявший у окна. В центре стола была большая дыра, над которой на углях стоял огромный котел. Молочно-белый бульон в котле непрерывно кипел, а внутри варились кости какого-то животного вместе с мясом и сухожилиями. За каменным столом сидел невысокий, но мускулистый пожилой мужчина в черной мантии, закатав один рукав до плеча. В руке он держал кость зверя толщиной с его руку и жевал жирную плоть, прилипшую к кости, а в другой руке держал костяной значок, данный Гоу Цинсюнем. Пожилой мужчина ничем не отличался от обычного человека, но его лицо было ярко-красным, и было непонятно, было ли это его естественным цветом лица или он просто сидел слишком близко к огню. На его голове уже виднелись залысины, но борода была очень густой и заплетена в 3 толстые косы. Хотя Хань Ли уже знал, что титул «госпожа» — это всего лишь особый титул, присваиваемый мастеру по усовершенствованию инструментов, ему все равно было неприятно слышать, что такой титул присвоен мужчине с подобной внешностью. Госпожа Люхуа повернулась к Хань Ли и Гоу Цинсюню, поднял костяной значок и спросила: «Кто из вас?». Однако его голос резко оборвался, как только он увидел Гоу Цинсюня. Сходство поразительное. Какое отношение вы имеете к владельцу этого костяного значка? Звериная кость в руке госпожи Люхуа выскользнула из его пальцев и с грохотом упала на каменный стол. После этого он поднялся на ноги и подошел к Гоу Цинсюнь, пристально вглядываясь в ее лицо. Гоу Цинсюнь почувствовала себя немного неловко под его пристальным взглядом, слегка повернув голову в сторону, ответила: «Владельцем костяного значка была моя мать». «Ты дочь Хун Юэ». «Как тебя зовут?» — спросил госпожа Люхуа. «Меня зовут Гоу Цинсюнь», — ответила Гоу Цинсюнь. «Твоя фамилия Гоу». Услышав это, госпожа Люхуа на мгновение опечалилась. «Кто твой отец?» «Я не знаю. Я никогда раньше не видела своего отца, а мать никогда не рассказывала мне, кем он был. Она только сказала, что мой отец — бывший владелец этого костяного значка и что моя фамилия происходит от этого значка», — ответила Гоу Цинсюнь. Она с любопытством посмотрела на госпожу Люхуа, и ей стало ясно, в каком родстве состоят ее мать и госпожа Люхуа. Та же мысль пришла в голову Хань Ли, и он почувствовал себя гораздо спокойнее. В то же время он не мог не винить Гоу Цинсюня за то, что та не рассказала ему об этой связи раньше. Если бы он знал об этом заранее, то не беспокоился бы так долго. «Как твоя мама?» — спросила госпожа Люхуа, и в ее глазах мелькнуло волнение.
«Моя мать уже умерла», — ответила Гоу Цинсюнь с убитым горем выражением лица. «Что? Как?» — поспешно спросила госпожа Люхуа, широко раскрыв глаза от удивления. «Мою мать преследовали из-за ее истинной духовной родословной И». Не успела Гоу Цинсюнь договорить, как госпожа Люхуа начал расхаживать по комнате с яростным выражением лица, сжимая кулаки так сильно, что костяшки пальцев громко хрустели. В конце концов в его глазах мелькнуло раскаяние, он остановился, а затем снова сел за каменный стол и сказал: «Проходи и садись». Хань Ли и Гоу Цинсюнь сели напротив него, и только тогда госпожа Люхуа заметила Хань Ли. Он слегка нахмурил брови и спросил: «Кто это?» «Твой партнер по Даа». Госпожа Люхуа смотрела на Хань Ли с неодобрением и презрением, как отец, наблюдающий за своим потенциальным зятем. Хань Ли поспешно ответил: «Вы ошибаетесь, госпожа Люхуа. Меня зовут Ли Фэюй, и я друг Даоса Гоу. Вы пришли, чтобы купить у меня оружие или заказать его. Позвольте мне заранее прояснить ситуацию. Если вы хотите заказать у меня оружие, то можете лишь в общих чертах описать свои требования, а детали предоставьте мне. Не утруждайте себя тем, чтобы приносить мне чертежи, я использую только свои собственные». Холодно произнес госпожа Люхуа. Было ясно, что ее враждебность направлена исключительно на Хань Ли. «Мы здесь не для того, чтобы покупать у вас оружие или просить его, старший Люхуа», — ответил Гоу Цинсюнь. «Что же привело тебя сюда?» — спросила госпожа Люхуа, слегка нахмурив брови. «Мы пришли сюда, чтобы узнать, можно ли избавиться от черных многоножек, которые живут в наших телах», — ответил Хань Ли. Услышав это, госпожа Люхуа посмотрела на него сложным взглядом и спросила: «Вы двое, должно быть, из города Зеленой Козы, верно?» «Откуда ты узнал?» — спросил Хань Ли. «Я передал метод выращивания черной скорбящей сороконожки только Ду Циньяну, и, если он не полный идиот, я уверена, что он не передал бы его кому-то еще. Следовательно, я могу только предположить, что вы двое из города Зеленого Козла». Вздохнул госпожа Люхуа. «Все верно, мы действительно пришли из города Зеленого Козла. Черные многоножки, поселившиеся в наших телах, были посажены Ду Циньяном, и мы пришли к вам сегодня в надежде, что их можно будет изгнать», — сказал Хань Ли. «В таком случае вы оба, должно быть, приложили руку к смерти Ду Циньяна, верно?» — спросила госпожа Люхуа. «Это ты научил Ду Циньяна выращивать черных многоножек?» — внезапно вмешалась Гоу Цинсюнь в ярости. Резкая смена тональности в голосе Гоу Цинсюня заставила госпожу Люхуа внезапно почувствовать себя немного неловко. На его лице появилось слегка смущенное выражение, когда он объяснил: «Тогда я был у него в долгу, поэтому и научил его методу выращивания многоножек. Что касается того, как он использовал этих черных многоножек скорби, то мне это совершенно неизвестно. Он использовал их на Даоселе, он использовал их на мне, и он также использовал их на моей матери». Процедил Гоу Цинсюнь сквозь стиснутые зубы. «Ты хочешь сказать, что Ду Циньян был тем, кто убил твою мать?» — спросила госпожа Люхуа, и на ее лице появилось мрачное выражение. «Я не могу быть в этом уверена, но тогда мою мать похитил Ду Циньян из города глубин, так что я уверена, что городской лорд Цинь Юань тоже приложил руку к ее смерти», — ответила Гоу Цинсюнь. «Давайте обсудим этот вопрос в другой раз», — вздохнула госпожа Люхуа. «У вас двоих, должно быть, есть камни черной скорби, верно? Иначе вы бы не смогли дожить до этого момента. Однако камни черной скорби не являются постоянным решением проблемы». «Что вы имеете в виду, старший?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Камни черной скорби могут погрузить многоножек черной скорби в глубокий сон, но со временем их действие ослабевает, поэтому в конце концов многоножки черной скорби в ваших телах пробудятся, и тогда ваша судьба будет решена», — объяснил госпожа Люхуа. «Пожалуйста, помогите нам избавиться от этих многоножек скорби, старший Люхуа». Снова взмолился Хань Ли. «Если ты хочешь, чтобы я тебя спас, тебе придется согласиться на мое условие», — сказал госпожа Люхуа после недолгого раздумья. «Продолжайте, старший», — подбодрил его Хань Ли. «Ты должен признать меня своей наставницей и стать моим учеником», — заявила госпожа Люхуа. Услышав это, Хань Ли недоверчиво посмотрел на Гоу Цинсюня, который тоже явно был ошеломлен. «Ты не хочешь стать моим учеником?» — холодно спросила госпожа Люхуа. «Нет, просто я не понимаю». «Почему я?» — спросил Хань Ли. Предательство доктора Мо до сих пор было свежо в памяти Хань Ли, поэтому он очень не хотел вступать в отношения учитель-ученик с кем-то другим. Однако он определенно не отказался бы от возможности научиться искусству создания инструментов у госпожи Люхуа. «Потому что ты тоже человек, и мне нравится, как ты выглядишь». «Этого достаточно», — холодно фыркнула госпожа Люхуа.
Для меня большая честь привлечь ваше внимание, старший, но могу я спросить, будут ли какие-то ограничения для меня, если я стану вашим учеником?» — спросил Ханли. «Конечно. Если ты станешь моим учеником, тебе придется служить мне не менее 10 тысяч лет», — ответила госпожа Люхуа. «Я вообще не смогу идти в течение 10 тысяч лет?» — спросил Ханли, слегка нахмурив брови. 10 тысяч лет — это всего лишь мгновение ика для таких совершенствующихся, как мы. Наверняка у тебя хватит терпения хотя бы на это. Бесчисленное множество людей умоляли меня принять их в ученики, так что я советую тебе не упускать эту возможность», — сказала госпожа Люхуа с гордым видом. «Я нисколько в этом не сомневаюсь, но дело в том, что на этот раз я отправился в пространственную область Скальптии, чтобы найти кое-кого очень важного для меня. Пока я не найду ее, я не могу оставаться в глубинном городе, поэтому мне придется отклонить ваше любезное предложение», — сказал Ханли, покачав головой. Глава 899. Ответное предложение. «Ты ищешь женщину?» — спросила госпожа Люхуа, приподняв бровь. Ханли кивнул в ответ. «Тебе лучше хорошенько все обдумать. Ты не только отказываешься от возможности стать моим учеником, но и упускаешь шанс избавиться от черной скорбящей сороконожки в своем теле». Холодно фыркнула госпожа Люхуа. «Я в курсе, но, поскольку пагода расплавленного пламени — это место, где ведется бизнес, я хотел бы предложить вам сделку, старший Люхуа», — сказал Ханли. «Отвали. Я не буду иметь дело с таким идиотом, как ты», — рявкнула госпожа Люхуа, взяв в правую руку кость животного, а левую положив на стол рядом с собой так, что казалось, будто она держит невидимую чашку. Эта незначительная деталь не ускользнула от внимания Ханли, и он как бы невзначай спросил: «Сеньор Люхуа, как давно вы в последний раз пили вино?» Казалось бы, это был совершенно случайный вопрос, но госпожа Люхуа, услышав его, тут же приподняла бровь и спросила: «Как ты догадался, что я люблю вино?» «Я вижу, что твоя правая рука вся в жиру от костей зверя, который ты ешь, но твоя левая рука совершенно чистая и без следов жира. Кроме того, то, как ты кладешь левую руку на стол, ясно указывает на то, что у тебя есть привычка держать в руке бокал с вином во время еды», — объяснил Ханли с улыбкой. Услышав это, Гоу Цинсюнь слегка нахмурилась и не могла не задаться вопросом, почему Ханли заговорил об этом. «У тебя острый глаз, жаль только, что ты не самый умный из нас». «Ну и что с того, что я люблю выпить? У тебя есть для меня вино?» — спросила госпожа Люхуа. «Сейчас у меня нет готового вина, но, возможно, оно у меня появится, если вы готовы подождать некоторое время», — ответил Ханли. «Что это значит? Ты хочешь сказать, что собираешься варить собственное вино?» — недоверчиво спросила госпожа Люхуа. Ханли кивнул в ответ. Услышав это, госпожа Люхуа тут же расхохоталась. Пространственная область Скальптии — это совершенно мертвое и бесплодное место, лишенное как дьявольской ци, так бессмертной ци. Здесь вы не только не сможете найти ингредиенты для приготовления бессмертного вина, но даже ячмень или другие злаки. Так как же вы собираетесь варить вино? У вас есть чудодейственная способность выжимать вино из камня. Услышав это, Гоу Цинсюнь еще сильнее нахмурилась. Однако Ханли остался совершенно невозмутимым и спросил: «Сеньор, вы слышали о таком сорте вина, как вино из кровяной плазмы?» «Вино из кровяной плазмы», — повторила госпожа Люхуа с озадаченным выражением лица. «Возможно, вы об этом не слышали, но я могу вас заверить, что у меня есть способ варить вино из плазмы крови. Вкус может быть немного необычным, но в пространственной области Скальптии нельзя требовать слишком многого», — сказал Ханли с улыбкой. Он научился готовить вино из кровяной плазмы у даоса Хуяня, но у этого вина был очень насыщенный вкус, и ему оно не нравилось, поэтому он никогда раньше не пробовал его готовить. Что касается того, можно ли будет приготовить это вино из крови чешуйчатых зверей в пространственной области Скальптия, то Ханли не был в этом уверен, но, по крайней мере, стоило попробовать. «Неужели можно сварить вино из плазмы крови?» — спросила госпожа Люхуа. «Если я смогу сварить это вино, ты дашь нам рецепт, как избавиться от многоножек черной скорби?» — спросил Ханли. «Ты хочешь, чтобы я отдала тебе метод избавления от черной скорби за простой кувшин вина?» — усмехнулась госпожа Люхуа. Ханли, похоже, уже предвидел такой ответ и спокойно сказал: «В таком случае, какие еще просьбы вы хотите мне высказать?» «Не стесняйтесь, говорите». «В дополнение к этому вину из кровяной плазмы я хочу получить кусок небесного кристалла целиня размером с кулак», — заявила госпожа Люхуа. В сердце Гоу Цинсюня только что вспыхнула искра надежды, но она тут же погасла, когда она услышала это. Старший Люхуа, небесный кристалл целинь — один из самых ценных материалов в пространственной области Скальптия, и даже кусочек размером с ноготь стоит астрономических денег, не говоря уже о кусочке размером с кулак.
Даже если такой большой кусочек существует, никто не захочет показывать его другим, так что нам его не достать. Торопливо сказал Гоу Цинсюнь, и Хань Ли слегка нахмурился, услышав это. Я не просто собираюсь что-то у тебя попросить и не укажу тебе способ это получить. У меня есть достоверная информация о том, что одним из призов на этом турнире 5 городов будет кусок небесного кристалла Целинь. Что касается того, какое место тебе нужно занять, чтобы получить кристалл, то я не в курсе, но, опять же, я не могу сделать все слишком простым для тебя. Сказала госпожа Лю Хуа. Услышав это, Хань Ли смиренно улыбнулся. Он собирался сдерживаться и скрывать свою истинную силу во время этого военного сбора, но, похоже, это было невозможно. «Вы действительно можете варить вино из плазмы крови?» — снова спросила госпожа Лю Хуа. «На кону стоит моя жизнь, поэтому я бы точно не стал выдумывать историю», — ответил Хань Ли. «Хорошо, если ты действительно сможешь сварить это вино и принести мне небесный кристалл Целиня, я избавлю тебя от черной скорбящей сороконожки», — заявила госпожа Лю Хуа. «Спасибо, старший Лю Хуа. Мне нужно кое-что подготовить, так что я пойду», — сказал Хань Ли, сложив пальцы в прощальном жесте. После его ухода госпожа Лю Хуа и Гоу Цинсюнь молча сидели друг напротив друга. «Думаю, ты уже догадалась, какие у меня отношения с твоей матерью», — вздохнула госпожа Лю Хуа. «Почему ты бросил ее?» — спросила Гоу Цинсюнь, и на ее глазах выступили слезы. «У твоей матери был слишком несгибаемый характер. Я хотел быть рядом с ней, но это чувство не было взаимным. Это слишком долгая история, чтобы рассказывать ее здесь, да и смысла в этом нет. Теперь, когда Ду Циньян мертв, я сам пойду к Цинь Юаню и прослежу, чтобы он тоже поплатился за ту роль, которую сыграл в смерти твоей матери», — ответила госпожа Лю Хуа с горечью в голосе. «В этом нет необходимости, я сам потомщу за свою мать», — холодно произнесла Гоу Цинсюнь. Услышав это, госпожа Лю Хуа слегка нахмурилась и сказала: «В любом случае сейчас самое главное — избавиться от черной скорбящей сороконожки в твоем теле. Почему ты был готов спасти собрата Даоса ли только в том случае, если он согласится стать твоим учеником? Неужели только потому, что он тоже человек? Я в это не верю», — сказала Гоу Цинсюнь. «Я хотел оставить его своим учеником, потому что видел, что у него большой потенциал. Моя интуиция и опыт подсказывают мне, что он не так прост, как кажется», — ответила госпожа Лю Хуа. «Тогда почему ты заставляешь его сейчас добывать кусок небесного кристалла Целинь?» — спросил Гоу Цинсюнь. «С одной стороны, я хочу использовать это как проверку, чтобы понять, действительно ли он так хорош, как я думаю, а с другой стороны, я хочу получить небесный кристалл Целиня ради тебя», — объяснила госпожа Лю Хуа. Услышав это, Гоу Цинсюнь замолчала. Выйдя из пагоды раскаленного пламени, Хань Ли почувствовал себя намного спокойнее, ведь он наконец нашел решение проблемы, которая в последнее время не давала ему покоя. Благодаря этому его шаги стали немного легче и пружинистее. Вернувшись во двор, где остановились культиваторы из города Зеленого Козла, Хань Ли не сразу пошел в свою резиденцию. Вместо этого он направился к дому Чэнь Яна и постучал в дверь, которую ему быстро открыли. При виде Хань Ли Чэнь Ян слегка растерялся, а затем поспешно пригласил его войти. В этот момент в комнате появился еще один человек, рогатый мужчина по имени Сюань Юань Син. Даоса Си не было на месте, и было непонятно, куда он ушел. «Брат Даос Сюань Юань», — поприветствовал его Хань Ли, сложив руки в приветственном жесте. Сюань Юань Син поднялся на ноги и кивнул Хань Ли. Хань Ли увидел, что на столе стоят 2 чашки чая, которые уже остыли до комнатной температуры, и спросил: «Вы что-то обсуждаете?» «В таком случае я вернусь позже». «Все в порядке, мы уже закончили обсуждение. Я уверен, что вам нужно обсудить кое-какие важные вопросы с собратом Даосом Чинем, так что я вас оставлю». С улыбкой сказал Сюань Юань Син и ушел. После ухода Сюань Юань Сина Чэнь Ян пригласил Хань Ли присесть, затем заварил 2 новые чашки чая и спросил: «Что привело вас сюда сегодня, брат Даос Ли?» «Мне нужна информация о культиваторах из других городов, участвующих в военном собрании». Прямо и без обиняков ответил Хань Ли. «Хорошо, пожалуйста, подождите минутку», — ответил Чэнь Ян, после чего встал и направился во внутренние покои своего дома. Вскоре он вернулся со стопкой бумаг в руках и протянул их Хань Ли со словами: «Это вся информация, которую мы собрали на данный момент. У меня есть копии всех документов, так что можете забрать их с собой». Несмотря на то, что Хань Ли согласился выступить от имени города Зеленой Козы, он никогда не проявлял особого интереса к боевому сражению, поэтому Чэнь Ян, естественно, был очень рад, что Хань Ли заинтересовался этим событием 5 городов и возлагал на него большие надежды. «Спасибо, собрат Даос Чэнь», — сказал Хань Ли, принимая бумаги.
Почему вы вдруг заинтересовались этой информацией, брат Даосли? Что-то случилось? Спросил Чэнь Ян. Если я собираюсь участвовать в военном сборе, то, естественно, хочу показать себя с лучшей стороны. Разве это странно? Спросил Хань Ли. В тот момент Чэнь Ян использовал сороконожку черной скорби, чтобы контролировать своих гладиаторов, как это делал Ду Цинь Ян в прошлом, поэтому Хань Ли не хотел, чтобы он узнал о соглашении, которое он заключил с госпожой Лю Хуа. Вовсе нет. Я в восторге от того, что ты стараешься. Поспешно ответил Чэнь Ян. В таком случае я, пожалуй, пойду. Сказал Хань Ли с легкой улыбкой и встал, чтобы уйти. Чэнь Ян проводил его до двери. Когда он увидел удаляющуюся фигуру Хань Ли, на его лице появилось задумчивое выражение. Внезапно он хлопнул в ладоши, и из внутренних покоев вышел молодой слуга, который тут же опустился на одно колено. Это был тот самый молодой человек, которого отправили за Хань Ли в город Зеленой Козы, но в этот момент он был одет в длинный черный халат, и его аура кардинально изменилась, словно он стал единым целым с тенями. «Иди и узнай, куда ходил Ли Фэюй и что он делал сегодня», — приказал Чэнь Ян. Молодой человек ответил утвердительно, а затем внезапно исчез. Глава 900. Мобилизация. Расставшись с Чэнь Яном, Хань Ли быстро вернулся в свою комнату, чтобы просмотреть бумаги, которые ему только что передали. Было очевидно, что Чэнь Ян тщательно подготовился, поэтому информация была очень подробной. В ней не только описывались методы совершенствования и сильные стороны могущественных культиваторов из других городов, но и приводились записи об их выдающихся прошлых сражениях. Так что Хань Ли было над чем поразмыслить. Только спустя целых 6 часов Хань Ли наконец отложил последний лист бумаги и поднял голову с задумчивым выражением лица, получив примерное представление о том, с чем ему предстоит столкнуться на предстоящем военном собрании. Посидев немного в тишине, он достал статуэтку божества с 3 головами и 6 руками и поставил ее перед собой. После этого он достал нефритовую шкатулку, в которой лежало ядро зверя уровня А, подаренное ему ранее Чэнь Яном. До начала военного сбора оставалось еще 3 месяца, и это было не так уж много, но он все равно не хотел тратить это время впустую. Он глубоко вдохнул, и из его межбровья в черную статую ударил луч полупрозрачного света. Статуя тут же начала принимать различные позы, а на ее спине появилось небесное зловещее искусство чистилища. Хань Ли уже собирался достать ядро зверя, чтобы начать его культивацию, когда его взгляд внезапно упал на черную статую перед ним. Вместо того, чтобы сосредоточиться на надписи на статуе, он обратил внимание на позы, которые она принимала. С тех пор, как он приобрел эту черную статую, все его внимание было сосредоточено на небесных зловещих искусствах чистилища, из-за чего он не обращал внимания на 12 поз, в которых застыла статуя. Но только что ему пришло в голову, что эти позы, скорее всего, не просто для красоты. Хань Ли наблюдал за тем, как черная статуя снова и снова принимает 12 поз. После недолгого раздумья он внезапно лег на землю и принял первую позу, которую демонстрировала статуя. Как только он это сделал, его глаза тут же расширились от удивления. 3 месяца пролетели как один день. В этот день в гостевом зале резиденции Чэнь Яна собралось множество культиваторов из города Зеленой Козы. Все они оживленно переговаривались друг с другом с радостным выражением лица, явно с нетерпением ожидая предстоящего военного сбора 5 городов. Однако в то же время в воздухе чувствовалось некоторое напряжение. Военный совет должен был начаться на следующий день, и, по словам Чэнь Яна, он собирался вскоре объявить список представителей города Зеленого Козла. Чэнь Ян привел с собой в общей сложности от 17 до 18 человек, большинство из которых были лидерами арен, но в итоге их число сократилось до 12. Любой, кого исключат из списка, не сможет принять участие в военном собрании, а значит, упустит возможность прославиться и получить заманчивые награды, которые были предложены. Что еще важнее, если раб мог пройти первый отборочный этап на боевом турнире, ему предоставлялась свобода, и он сам решал, оставаться ли ему гладиатором на арене или нет. Таким образом, на протяжении последней 1000 лет многие люди делали все возможное, чтобы добиться прогресса в самосовершенствовании и повысить свои шансы на участие в военном собрании 5 городов. К этому моменту в комнате уже собралось около дюжины человек. Илия сидел в центре, а Туган, Сунь Бинхэ и остальные расположились вокруг него. Все присутствующие в зале сидели либо поодиночке, либо небольшими группами по 2-3 человека. Токсичный дракон тоже был в комнате, но сидел отдельно, а не рядом с Ильей. Время от времени он бросал на Илью взгляды, в которых читалась смесь эмоций, в том числе досады и тоски. Несколько раз он вставал, чтобы подойти к нему, но Илья бросал на него суровый взгляд, и он снова садился. В этот момент за дверью послышались шаги, и все обернулись. Это был Хань Ли.
По сравнению с тем, каким он был 3 месяца назад, он, казалось, немного похудел, из-за чего очертания костей на его руках и ногах стали особенно заметными, а все его тело излучало грозную ауру. При виде этого Илия слегка нахмурила брови, а у нескольких других людей выражение лица тоже слегка изменилось, когда они увидели Хань Ли. Хань Ли обвел взглядом всех присутствующих в комнате, а затем сел в углу в одиночестве. Никто в комнате не встал, чтобы поприветствовать его, и его это вполне устраивало. Он закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Несмотря на то, что он был один, ему не казалось, что остальные в комнате его затмевают. Напротив, он чувствовал себя журавлем среди кур. Токсичный дракон нерешительно взглянул на Хань Ли, затем в его глазах появилось решительное выражение, и он встал, чтобы подойти к нему. При виде этого Илия слегка нахмурил брови. «Давно не виделись, брат Даосли». Дружелюбно поздоровался токсичный дракон, присаживаясь рядом. Хань Ли открыл глаза, взглянул на токсичного дракона, затем на Илью, и на его лице появилась улыбка. Он ответил: «Действительно, давно не виделись, собрат Даос токсичный дракон. Завтра состоится турнир 5 городов, и, похоже, ты уже уверен, что попадешь в состав участников». Заметил токсичный дракон. «Вовсе нет, я впервые участвую в таком грандиозном мероприятии и просто стараюсь сохранять самообладание», ответил Хань Ли с легкой улыбкой. «Ты слишком скромен, брат Даосли». Усмехнулся токсичный дракон, и они начали разговор. При виде этого в глазах Илии мелькнул холодный огонек, и он уже собирался что-то сказать, когда в комнату вошли Гоу Цинсюнь и Яали. Лицо Гоу Цинсюнь слегка озарилось полупрозрачным светом, и казалось, что она тоже немного изменилась. Илия тут же поднялся на ноги и поприветствовал его с теплой улыбкой. «Похоже, вы очень продуктивно провели время, совершенствуясь в уединении, брат Даос Гоу. Я уверен, что мы все можем рассчитывать на ваш исключительный результат». «Вы слишком добры, коллега Даос», — равнодушно ответила Гоу Цинсюнь, окинув взглядом комнату. Внезапно ее глаза слегка загорелись, после чего она извинилась перед Ильей и подошла к Хань Ли. Увидев это, Илья слегка напрягся, а затем вернулся на свое место с яростным блеском в глазах. «Это место занято, брат Даос Ли?» — спросила Гоу Цинсюнь, указывая на место рядом с Хань Ли. «Вовсе нет. Пожалуйста, присаживайтесь, Даос Гоу», — с улыбкой ответил Хань Ли. Гоу Цинсюнь села рядом с Хань Ли, а Яли неохотно опустилась рядом с ней. При виде этого в глазах токсичного дракона мелькнуло удивление. «Завтра начинается боевое собрание 5 городов. Ты хорошо подготовился, брат Даос Ли?» — с улыбкой спросила Гоу Цинсюнь. «На военном собрании полно грозных противников. С моими ничтожными силами я могу сделать только самое необходимое», — ответил Хань Ли со скромной улыбкой. «Если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне», — сказала Гоу Цинсюнь. «Примите мою благодарность, собрат Даос Гоу», — кивнул Хань Ли. Токсичный дракон и Яали были немного озадачены тем, насколько близкими стали Хань Ли и Гоу Цинсюнь, но ни один из них не задавал вопросов. Время шло, и остальные культиваторы из города Зеленого Козла прибывали один за другим. Последним пришел Сюань Юаньсин. Вместо того, чтобы сесть рядом с кем-то, он лишь слегка кивнул Гоу Цинсюню и Хань Ли, а затем встал в одиночестве, заложив руки за спину. Вскоре после этого Чэнь Ян вышел из своих покоев. Он выглядел довольным и сказал: «Извините, что заставил вас ждать». Все встали, чтобы почтительно поклониться ему, а он, махнув рукой, сел на главное место и сказал: «Не нужна формальность». Затем на его лице появилось серьезное выражение, и он спросил: «Все ли готовы к завтрашнему собранию боевых искусств 5 городов?» Илия взглянула на Гоу Цинсюня и уверенно ответила: «Не волнуйтесь, господин Чэнь, мы все полностью готовы». Все остальные тут же поддержали эту идею, и от их голосов в зале для гостей поднялся шум и гул. Поскольку самые преданные подчиненные Ду Циньяна выбыли из игры, большинство присутствующих культиваторов из города Зеленого Козла были новичками, которые были очень уверены в своих силах, но более опытные из них, такие как Сюн Пэй, были настроены гораздо менее оптимистично. «Хорошо. Без лишних слов я объявлю состав участников этого военного сбора», заявил Чэнь Ян с улыбкой, и все невольно напряглись, услышав это. Гоу Цинсюнь, Ли Фэюй, Илия, Туган, Сунь Бинхэ, Сюн Пэй. Токсичный дракон и Сюань Юаньсин. После того, как были объявлены 12 имен, у всех на лицах отразились разные эмоции, от восторга до разочарования. Выражение лиц Гоу Цинсюня и Хань Ли не изменилось, и казалось, что их не удивил такой исход. Яали явно была не в восторге от того, что ее не включили в список, в то время как токсичный дракон едва заметно вздохнул с облегчением. Илия слегка нахмурился и бросил на Хань Ли холодный взгляд.
Было ясно, что ему не очень понравилось, что имя Хань Ли назвали раньше его собственного. Этот турнир по боевым искусствам чрезвычайно важен для нашего города Зеленой Козы, поэтому вы все должны выложиться по полной. Если кому-то из вас удастся войти в 4 лучших, вы получите награду от меня в дополнение к награде от городского лорда Экуая, заявил Чэнь Ян, вызвав воодушевление у 12 отобранных участников. Хорошо, теперь вы все можете идти отдыхать. Ли Фэюй, остаться, пожалуйста, сказал Чэнь Ян. Услышав это, все удивленно обернулись к Хань Ли, а затем встали, чтобы уйти. Выражение лица Еэлии стало еще мрачнее, и он ушел вместе со всеми. Вскоре в комнате остались только Хань Ли и Чэнь Ян. Вы попросили меня остаться, потому что узнали что-то о фиолетовой духовной фее и Шикуне, брат Дао С Чэнь, спросил Хань Ли. Все верно. Люди, которых я отправил, смогли кое-что выяснить за последние 3 месяца. Ответил Чэнь Ян, но на его лице отразилась легкая неловкость. Давай, брат Дао С Чэнь. Подбодрил его Хань Ли. Друзья, эти главы — настоящий азартный лабиринт. Турнир 5 городов превратился в подпольное казино, где 64 гладиатора сражаются не только за призы, но и за призрачный шанс на свободу. Чтобы избавиться от смертоносной многоножки, Хань Ли пришлось заключить сделку с ее создателем, эксцентричным мастером Лю Хуа, который оказался не только гениальным кузнецом, но и заядлым пьяницей. Подкупив старика уникальным вином из плазмы зверей, герой невольно попал в новую ловушку. Теперь он обязан добыть небесный кристалл, а значит выйти из тени и показать свою истинную мощь на арене. На фоне внутренней грызни в команде и хитроумного давления лорда Чэнь Яна, использующего информацию о пропавших друзьях как рычаг, ставки взлетают до небес. Хань Ли предстоит проверить, сможет ли звездная энергия переродиться в его теле так же, как она меняет структуру закаленного металла, и не станет ли этот турнир для него началом новой, еще более масштабной трансформации. Готовлю продолжение.